Сейчас как-то начнется трансляция. Да. Так, а вы можете вывести всех на экран? Так, ну что ж, давайте тогда будем начинать. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо, что вы к нам все присоединились. Сегодня у нас в гостях Оскар Бренифье, всемирно известный ученый, доктор философских наук, коуч по критическому мышлению, член Юнеско. Он работает над практической философией и критическим мышлением как с теоретической, так и с практической точек зрения. Сегодня Оскар Бренифье будет говорить о главных архетипах русских сказок и поделится своими находками. Он поразмышляет о том, как идеи из известных сказок вплетены в нашу жизнь и почему на самом деле эти истории не только для детей, но и для взрослых. Итак, наша тема — главные архетипы русской культуры, философский анализ русских сказок. Уважаемый Оскар, добрый день, вам слово. Hello. Добрый. You turned off your mic? Добрый день. Хорошо? Да? Okay. Да. Okay, so let me tell you a few words about this book on the Russian сказки. Позвольте, я скажу несколько слов о книге русских сказок. Maybe first a bit the genesis of the book. Возможно, в первую очередь о происхождении этой книги. Yeah. And when people have questions, or you want to say something, just let me know. Если у участников будут вопросы, не стесняйтесь, дайте знать. I'm a fan of dialogue. Я фанат диалога. I get bored with myself. Мне скучно самому собой. Generally, I know everything I'm about to say. Обычно я знаю все, что я собираюсь сказать. Once in a while, maybe I surprise myself. Иногда, время от времени, я удивляю себя. But not so often, yeah. Но не так часто. So I count on other people to surprise me. Поэтому я рассчитываю на других людей, чтобы они удивили меня. Surprise me with smart things, with stupid things. The main point is a surprise. Неважно, глупостью или некой мудростью, главное, чтобы удивили. Yeah. So the genesis is that I had been working in Russia for a number of years. В общем, происхождение этой книги, если говорить о нем, то я работала над этой книгой несколько лет. Coming periodically to Moscow and some other cities. Я приезжала периодически в Москву и другие российские города. And for those who don't know, my work is very connected to dialogue. И для тех, кто не знает, моя работа тесно связана с диалогом. So I question people. И поэтому я вопрошаю людей. And then I see how they answer. Я смотрю, как они отвечают. How they don't answer. Как они не отвечают. How they resist. Как они сопротивляются. I'm always interested about the functioning of the human psyche. Мне всегда интересно функционирование человеческого психе. Да? His existential positioning. Это экзистенциальное позиционирование. And in this context, и в этом контексте I'm always interested in the
thinking tradition of the country. Мне всегда интересна традиция мышления любой страны. I've worked in many countries. Потому что я работал в разных странах. So when I come once, I don't get so much a chance to do it. Когда я приезжаю в первый раз, мне не так сильно удается узнать традицию мышления. But when I come back a different time to some place, I start doing some research. Но когда я возвращаюсь в это место несколько раз, то я начинаю делать некое исследование. First on the philosophers. Во-первых, с точки зрения изучая философов. So in Russia, I studied some of the important philosophers. В России, когда я изучал важных философов, who capture well the nature of Russian thinking. Которые хорошо структурировали природу мышления. Primarily Berdyaev, Chestov. В частности, или главным образом это Бердяев, Шестов. But then I look as well at the other form of philosophy. Но также я смотрел на другую форму философии. What can be called folk philosophy. Что можно назвать народной философией. Or natural philosophy. Или естественной философией, натурной философией. In a way, you can say this is the first form of philosophy. В каком-то смысле вы можете сказать, что это первая форма философии. Because philosophy, as we know it, потому что философию, как мы ее знаем, as a formal activity, это формальное действие, оно абстрактно. And it's not the most natural activity. И не самое естественное действие, которое делает человек, занятие. But there's in every tradition in the world. Но она есть в каждой традиции мира. There is a more natural form of philosophizing. Присутствует эта более естественная форма философствования. And even in countries that did not produce philosophers, и даже в тех культурах, даже те культуры, которые не произвели философов, philosophers in a formal academic sense, философов в формальном академическом смысле, there's still the production of philosophy. Все еще они производили философию. What can be called natural philosophy. Что можно назвать натурфилософией. And it takes the form of narration. И она принимает форму рассказа. Of telling stories. Рассказа историй. Of fabricating myth. Например, форму мифа. Yeah. Now, often, of course, we think about myth as some kind of fantasy. Сейчас мы воспринимаем миф как некую форму фантазии. But that's not adequate. Но это неадекватно. For two reasons. По двум причинам. First of all, because myth is always grounded in some objective reality. В первую очередь, потому что миф основан на неком объективном восприятии реальности. It can be historical events. На объективной реальности, извините. Например, это может быть историческое событие. But of course, these historical events are embellished. Embellished, made more beautiful. Но, конечно, в мифе эти исторические события приукрашиваются. A bit like we all do when we tell events that happen to us. Немного то, чем мы занимаемся, когда с нами происходят какие-то события. We embellish our telling the story. Мы приукрашиваем свои эти истории. Yeah, you know. So then they become very important in society. И после этого эти истории становятся очень важными для общества. Or in the life of a person. Или в жизни человека. All families have myths like that. У каждой семьи есть такие мифы.
So the second aspect of the reality of the myth, И второй аспект реальности мифа it's founded as well on psychological reality. это то, что миф основан на психологической реальности. You have epic myth, У вас есть эпический миф, who tells some historical event. который рассказывает некое историческое событие. Then you have ethical story, Потом у вас есть этическая история, psychological story, психологическая, that is based on the behavior of people. которая основана на поведении человека. And then people tell the story to educate the population. Или людей. И затем эти истории люди рассказывают для того, чтобы образовать или воспитать население. But it's based on observation of human beings. Но они основаны на наблюдениях человеческого существа. And the third aspect of the reality of myth И третий аспект реальности мифа is that it provides identity. — это то, что он предоставляет идентичность. All societies are constituted around great myth. А все общества, они строятся на каком-то великом мифе. It can be cosmic myth Это может быть космологический миф about the creation of the world, о создании мира, the creation of man. о создании человека. All cultures have that. Все культуры имеют такого рода мифы. Because it's natural for human beings to want to identify causes. Потому что для человеческого существа естественно определять причины. Yeah. So, and then this myth can be made into religion. И тогда этот миф может перерасти в религию. When you look at religions, they're always founded around some great story. Когда вы смотрите или изучаете религию, они всегда основаны на какой-то истории. The story of Jesus, На истории об Иисусе, the story of Buddha, на истории о Будде, story of Muhammad. на истории о Мухаммеде. But then around the story, there's ideas being put forward. И затем вокруг этих историй есть некоторые идеи, которые продвигались. They can be the revelation and some deep knowledge. Например, это некое пробуждение или откровение о глубоком знании. But generally, it gives guideline for creating society. Creating. Creating society for. Но главным образом миф дает некое направление для создания общества. Or improving human behavior. Или об улучшении человеческого поведения. Yeah. And one thing I noticed by traveling И одну вещь, которую я заметила, когда путешествовал, is that the popular stories что есть популярные, распространенные истории, have a very intimate and interesting relation имеют очень тесное и интересное взаимоотношение to the culture of these people. в отношении культуры этих людей. Yeah. So in a way, a culture produces its stories based on how it is. Получается, что эти истории, они создаются людьми на основании того, что есть. It addresses problems of this culture. Они отсылают нас к проблемам этой культуры. Very often, stories have a critical dimension of a culture. Очень часто в историях есть измерение критики какого-то аспекта общества. They denounce the flaws of a culture. Они показывают недостатки культуры. Because it has an educational goal. Потому что у истории есть цель образования. And when you want to educate people, you have to show them their problems. И когда вы хотите образовать
дать образование людям, вы хотите показать проблему. But the problem is that very often Но проблема в том, что очень часто people tell the stories are told just as a story. Люди рассказывают эти истории как просто истории, Because it's nice, потому что они милые, it's fun. добрые или забавные. So very often these stories are told to children to have fun. И очень часто эти истории рассказывают просто ради забавы. One case that was very interesting for me. Одна история, случился один кейс или ситуация, которая была интересна мне. Yeah, it was a first in-depth study of story corpus. Which story? Purpose. Okay. Story corpus, the body of story. Которая произошла со мной, когда я изучала, шел в глубину текста истории самой ситуации. The study of Nasruddin Hoxha in Turkey. Это происходило в Турции, когда я работала над историями Насреддина Ходжи. Yeah, and it's very interesting how these stories are a strong criticism of Turkish culture. И очень интересно, что в этих историях сильно критикуется турецкая культура. But most of the time, people think about it as funny stories. Но чаще всего люди рассматривают эти истории как забавные. It's stories that the grandmother was telling the children when they were small. Как те истории, которые рассказывала бабушка, когда дети были маленькие. So some wisdom is perceived. Некоторая мудрость оттуда извлекается. It's always limited. Она всегда бесконечна. In a way, these stories are not really taken seriously. В каком-то смысле эти истории, правда, нужно рассматривать серьезно. Now, this, by the way, can be called ethnophilosophy. И это можно назвать этнофилософией. That's the name given for African philosophers. Это название дается африканским философам. Because Africa does not really have a tradition of formal philosophy. Потому что в Африке нет такой традиции формальной философии. But some people were interested in looking at these stories. Но некоторые люди были заинтересованы в том, чтобы изучать эти истории. But that's called ethnophilosophy in opposition to academic philosophy. Но это называют этнофилософией в противоположность академической философии. So that's a general background of my work on these Russian tales. Это такое общая картина моей работы над сказками, рассказами. Yeah. So at some point, coming to Russia, I started looking at the traditional tales. И в какой-то момент моих приездов в Россию я стал рассматривать русские сказки. And I realized, like everywhere else, Я осознала, что, как и везде, these stories were not really taken seriously. эти истории на самом деле не воспринимались серьезно. Or they were told in a strange way. Или их передавали в странном изложении. Either missing the point, Либо упуская главную суть, or what was described in the story was not internalized by people. Либо то, что было описано в истории, не было воспроизведено человеком, прожито. Yeah. So I'm going to work on some example. Я поработаю над несколькими примерами. But first, I would like Lara to give you the list of stories. Но сначала я прошу Лару дать вам список историй. Some are well known. Некоторые истории довольно известны. Others are not so well known. Другие не очень. But I did quite a bit of research. Но я сделал небольшой research. I looked through most of the Афанасьев stories.
Я просмотрел большую часть историй Афанасьева. But as well some other people who are less known. Но и также других людей, менее известных. I have to tell you that I didn't take Afanasyev erotic stories. Но я должен вам сказать, что я не рассматривал эротические истории Афанасьева. Many Russians don't know that. Многие русские не знают об этом. Because these stories were forbidden in Russia. Поскольку эти истории были запрещены в России. They were published abroad. Они были опубликованы за рубежом. But Afanasyev picked up a whole bunch of erotic stories. Но Афанасьев написал целую стопку эротических историй. Yeah. But as well, I compared a different version of some stories. Но также я сравнивал несколько версий одной и той же истории. Now here I have to tell you another funny anecdote. И здесь я должен вам рассказать другую шутку. Is that I took some version which seemed to me more interesting. Я взял те версии, которые я считал более интересными. For example, for the goldfish story, например, сказка о золотой рыбке. I didn't take the Pushkin version. Я не брал версию Пушкина. Pushkin tried to do the poetic work. Пушкин старался больше делать поэтическую работу. But many narrative elements were not taken. Но многие повествовательные моменты не были взяты. Yeah. And so some people criticized the version I took. Поэтому некоторые люди критиковали ту версию, которую взял я. Saying it was not true, it was not a true story. Говоря мне, что это не настоящая история. So then the true story was the one they know from school from Pushkin. Настоящая история — это та, которую они знали со школы и была написана Пушкиным. Okay, but one should know that in this, it's an oral tradition. Но вы должны знать, что это старая традиция. And there were different versions of stories. И есть разные версии историй. Because in the oral tradition, oral, устная традиция, значит. Yeah, everyone telling the story would modify it. Потому что в устной традиции, когда кто-то рассказывает историю, он будет ее чуть менять. Just like when someone tells a joke. Так же, как кто-то рассказывает шутку. The same joke is told differently by different people. Одна и та же шутка звучит по-разному от разных людей. And many stories throughout Europe were written primarily in the 19th century. И многие истории были написаны по большей части в начале 17 века. And then there was a fixed written version. И затем была установлена некая версия, письменная версия. And Perrault in France. Например, Перо в Франции. Or Grimm in Germany. Или братья Гримм в Германии. Just like Afanasyev in Russia. Так же, как Афанасьев в России. They took a version and then they wrote it, yeah? Да, они взяли какую-то версию и потом они написали. But when you do research, you find different versions. Но когда вы проводите исследования, то вы находите разные версии. Although, of course, many disappeared, yeah. Но несмотря на то, что многие уже исчезли. So sometime I took the version that was, I think, more interesting philosophically. И я взял ту версию, которую я считал более интересной с точки зрения философского взгляда. So, subjective choice, huh? Это был мой субъективный выбор. If I wanted the literary choice, если бы я хотела литературного выбора, I would have taken the Pushkin version, for example. И я бы взял версию Пушкина. It's in verse, it's nicer. Она лучше. Yeah. So, why don't you read the list of stories I took? Yeah. Первая сказка, классика — это «Колобок». И здесь главный вопрос, принадлежат ли дети родителям. Вторая, не менее классика — это «Золотая рыбка». Можем ли мы быть довольны тем, что у нас есть? Это главный вопрос, который ставится в отношении этой сказки. Баба Яга.
проходим ли мы через борьбу, чтобы стать собой. Главный аспект здесь — это взросление. Четвертое, может быть, знают не все, лиса-исповедница. И здесь аспект лицемерия. Основной принцип существования в обществе или нет. Йорш Ершович, сын Щетинников. Не знаю, знакомы ли вы, но здесь очень интересный аспект. Необходимо ли бороться, чтобы выжить? Старый хлеб-соль забывается. Правда ли, что люди неблагодарны? Это очень полезно обучать этому детей. Этому размышлению. Ну, одна из самых любимых лично моих — «Летучий корабль», и, насколько я знаю, у многих также. Про глупца. Быть глупцом может быть хорошо. «Змей-цыган» — довольно-таки редкая сказка для многих. «Хозяева ли мы своей судьбе?» «Поп с жадными глазами». «Зачем мы притворяемся другими, нежели мы есть?» Это важный вопрос, который ставится в самом начале сказки. «Гуси-лебеди». «Трудно ли расти?» Про девочку, которая вернулась уже другой после всего путешествия за своим братиком. «Правда и книга». «Плохим быть выгоднее, чем хорошим». И «Мудрая девушка». «Почему мы хотим выглядеть умнее других?» Вот вот список всех сказок, 12 сказок. Now, one thing that's interesting about the Russian сказки. Одна интересная вещь в отношении русских сказок. That Russia, being an empire composed of many different ethnic groups, что Российская империя была составлена из разных этнических групп. You find some very different influences. И вы можете найти разные влияния. And the stories of different nature. И истории разной природы. The stories in Western Europe are much more of one type of style. Истории Западной Европы, они более или менее одного стиля. Yeah, but you can tell in Russia there's different inspiration. Но можно с уверенностью сказать, что в России есть разные вдохновения. Different origins. Разные происхождения. Actually, a story which is well known, which is the goldfish story. Например, одна из известных сказок о золотой рыбке. Is from Asian origin. Она имеет происхождение из Азии. It's most likely a Chinese story. Она практически китайская история. Now, we never know exactly the origin. Мы никогда не можем утверждать о происхождении. Because stories travel a lot. Потому что истории много путешествуют. But most likely it's of a Chinese origin, yeah. Но кажется, как будто это, скорее всего, это из китайского происхождения. But the version of it is very Russian. Но вот версия, адаптация очень русская. And I'll discuss it later on, maybe to show you a bit. И я с вами это обсужу и чуть попробую это показать. Yeah. So I'm going to stop now my introduction. Я сейчас остановлю свою презентацию, приветствие, and work on a couple и поработаю of с парой историй. But first, does anybody want to say something? Но сначала хочет ли кто-то что-то сказать? You raise your hand? Поднимите руку. No? Нет? All right. So if nobody has any contribution, если никто не хочет сделать свой вклад, I'll go with my little monologue. Я пойду дальше в свой монолог. So I would like to take the story first, which probably is the most well-known in Russia. Я бы хотела взять историю, которая, скорее всего, наиболее известна в России. A story that everybody knows. Историю, которую все знают. Which is the story of Kolobok. Yeah. Называется «Колобок». So I'm not going to insult you. Я не собираюсь вас оскорблять. By telling you the story. Рассказываю вам историю. I imagine more or less you know it.
Я могу представить, что более-менее вы ее знаете. But I would like to criticize the way this story is being used. Но я бы хотел покритиковать то, как используют эту историю. Because I think there's an inversion of interpretation. Потому что я думаю, что есть некая инверсия этой истории. Now, generally, what is the message people see in Kolobok? Обычно какой месседж или послание видят в истории Колобка? Parents tell their children, родители говорят своим детям, you see, the world is dangerous. Видишь, мир опасен. The world is dangerous, yeah? Мир опасен. If you stay at home, it's safe. Если ты будешь дома, то будешь в безопасности. If you go away, it's a dangerous world. Если ты уйдешь, то это опасный мир. There are dangerous animals. Там есть опасные звери. And especially this tricky fox. Вот особенно вот эта хитрющая лиса. And you will be eaten. И тебя съедят. So stay at home. Так оставайся дома. Stay with mommy and daddy and you'll be protected. Оставайся с мамой и папой, и будешь защищен. But actually, often people forget the beginning of the story. Но очень часто люди забывают самое начало истории. What can explain the reason of Kolobok leaving home? Что может объяснить причину, что Колобок покинул дом? Which is a very interesting psychological insight. Что является очень важным и интересным психологическим инсайтом. Why did Kolobok come to be? Почему Колобок... Почему произвели Колобка? Why did he come to existence? Почему он стал существовать? Because his parents were hungry. Потому что его родители были голодны. They wanted to eat. Его хотели съесть. So the destiny of Kolobok was to be eaten by his parents. Поэтому судьба Колобка заключалась в том, чтобы быть съеденным собственными родителями. Now, of course, this might look rather weird. Конечно, это может выглядеть довольно странно. Which parents are going to eat their children? Какие родители будут есть своих детей? So it sounds so weird, people don't pay attention to it. Это выглядит настолько странным, что люди не обращают на это внимания. That the fox eat Kolobok, they can understand. И вот когда лиса съедает Колобка, вот этот момент они могут понять. But that the parents gave birth to Kolobok to eat him is too strange. Но когда они видят факт, что родители родили Колобка для того, чтобы его съесть, это выглядит очень странным. So they don't pay attention to it. Поэтому они не обращают на это внимания. But actually, it's a very deep psychological insight. Но на самом деле это очень глубокий психологический инсайт. About the eating of the child. О поедании ребенка. Now here, there's something very Russian about it. Но вот здесь есть что-то очень русское в отношении этого. I don't know how much people are conscious of that. Не знаю, насколько люди осознаны в этом. But one characteristic of the Russian family. Но одна из характеристик русской семьи. It's very fusional. Fusional. Like really tightly together. Yeah. Usually like a fusion. Очень тесный характеризующий факт. Yeah. In fact, there's a clear-cut division in the Russian vision. И к тому же есть очень четкое разделение в мировоззрении русских. Between our family. Русской культуры. Между «это моя семья» and maybe friends. И, возможно, друзья. And then the rest of the world, yeah?
То есть разделение между моя семья и мои друзья и другой мир. Now, of course, one can say that it's always the case with the family concept. Конечно, мы можем сказать, что это всегда дело концепта семьи. Or it's a clanic concept. Что это такой клановый концепт. Yeah, there's us and there's the others. Yeah, Есть мы и есть другие. but it's particularly strong in the Russian family. Yeah? Он особенно сильный в российских семьях. My children Мои дети and the mother tiger и мама тигрица, ready to protect. готовая защищать. That's one thing that struck me when I was doing workshop with children. Это то, что меня однажды удивило очень сильно, когда я проводил воркшоп к детям. Parents were watching. Родители наблюдали. If by any chance a child would get upset, И если вдруг ребенок расстроится, the mother would or the father would jump in, yeah, а мама или папа подпрыгнут и подбегут, accusing me of being a bad man. обвиняя меня в том, что я плохой человек. So it's very protective and fusional. Поэтому это очень протекционистская такая черта. Слияние. Слияние. Yeah. So basically, I view the color box story И поэтому я рассматривала историю Колобка as an education of the parents. как образование для родителей. Basically tells them, Главным образом, она и говорит им: I know you made your child for yourself, я знаю, что ты сделал ребенка для себя, for your personal family consumption. для своего собственного семейного потребления, But your child is not for you. но твой ребенок не создан для тебя. His destiny is not to be eaten by you. Его судьба не состоит в том, чтобы быть съеденным тобой. By your son will be eaten by some cute lady fox. А твой сын будет съеден какой-нибудь милой лисичкой. So you can view it as a dangerous lady fox. И поэтому ты можешь рассматривать эту опасную лисицу. By the way, she's very seductive. И к тому же она очень соблазнительна. In that story, the parents are not very exciting. В этой истории они не очень радуются ей, не очень The old man, they're described as the old man and the old woman. В этой истории родители не очень возбуждающие. Отец описан как старик, и мать как старуха. They're a bit boring. Они немного скучные. Life in the house is not very exciting. И жизнь дома не очень-то радостная, не очень возбуждающая. Outside looks much more fun. Снаружи, на улице выглядит куда более интересно, забавно. And you meet all kind of animals. Yeah? И ты можешь встретить разных животных. A little colobok is like a teenager. И маленький колобок, он как подросток. He's all happy with himself. Yeah. Он доволен собой. You think he can outsmart all the animals. Он думает, он может перехитрить всех животных. And he will outsmart different animals. И он действительно перехитрит многих животных. Until he meets his destiny. А пока он не встретит свою судьбу. To fuse with a strange animal. The first part? Fuse with a different animal. Слиться. Он хотел слиться сразу. Я не поняла. Fusing means putting together in a very tight way. Fusion. Сливаться. Сливать означает сходиться, два элемента сливаются. Yeah. And that's the drama of many parents. И в этом состоит драма многих родителей. That the child goes away. Когда ребенок уходит из дома. And he will create a new home. Он создаст свой новый дом. Away from the parental home.
далеки от родительского. And that's very difficult for many parents И это очень сложно для многих родителей, who think the real home is where they are. которые думают, что настоящий дом детей — это там, где родители. They cannot accept the fact there is going to be a new home Они не могут принять тот факт, что у детей будет новый дом. with a foreigner Чужестранка. a foreigner that stole our child, Чужестранка, которая украла нашего ребенка. our son or our daughter. Сын то или дочь. And this foreigner is never good enough. И эта чужестранка или чужестранец никогда недостаточно хорош. This foreigner does not deserve our beautiful son or our beautiful daughter. Чужестранец никогда не достоин нашей красивой дочери или хорошего сына. The parents are robbed from their child. У родителей украли их ребенка. Yeah. So these people out there are Поэтому эти люди dangerous. там, они опасны. So this Scalabox story is a very interesting psychological insight. Поэтому в этой истории лежит глубокий психологический инсайт. At the same time, it tells what is the reality of В growing то же up, самое время он говорит о реальности взросления, of moving away, об отделении, of estrangement from the original home. об отчуждении от родительского дома. Yeah. And at the same time, a criticism of the parents И в то же самое время история критикует родителей, to make them conscious чтобы сделать их осознанными of their relationship to the child. в их отношении с ребенком. And in a way, it's true. В каком-то смысле это правда. Why do parents make children? Почему родители заводят детей? For themselves. Да? That's universal. Это довольно универсальная причина. We don't make children because we think human population has to grow. Мы не заводим детей в смысле о том, что человеческое население должно расти. Generally, it's instinctive. Обычно это инстинктивно. We make children for ourselves, Сделать детей для себя, for our feeling better, для того, чтобы чувствовать себя лучше, for having meaning in life, для того, чтобы иметь смысл в жизни, or having a guarantee for old age, чтобы иметь гарантию в старости, that somebody will take care of you when you're old. чтобы кто-то о тебе заботился, когда ты старый. And in traditional society, И в традиционном обществе it made a lot of sense. это имеет очень много смысла. There was no pension for retired old people. Раньше не было пенсий для людей, которых уже на пенсии. Your guarantee of survival when you're old was your children. Твоей гарантией, что ты выживешь в старости, были твои дети. So anyway, so the story is to make people conscious. В общем, эти истории для того, чтобы сделать нас более осознанными. Of the reality of childbearing. В реальности взросления детей, вынашивания детей. About basic. Okay, that's basically it on Kolobok. Вот это то, что я вижу в колобке. Does anybody have a comment or a question about it? Есть ли кто-то, кто хотел бы оставить комментарий либо вопрос? No? Okay. All right. So I don't know if you're not inspired. Жанара, я не знаю, вдохновлены ли вы? Okay, Janara, go ahead. Здравствуйте. Я хотела спросить, свойственно это только для русской культуры или для других культур тоже? То есть это особенность русской культуры?
Hello, and I would like to ask if it is a specificity of Russian culture or it's general for other cultures. Такая привязанность, такой взгляд на родительство. Such parental attitude. Well, in a way, it's not specific. В каком-то смысле это не специфично. But in another way, it is. Но в другом смысле да. Often, when you look at a given culture or a given person, Когда вы смотрите на определенную культуру или человека, you will meet a similar phenomenon. вы будете встречать одинаковые явления, but with a different intensity, yeah? но с разной интенсивностью. But still, let me give you a very opposite relationship to children. Ну, позволь, я тебе предложу другое противоположное отношение к ребенку. It's a story that's very popular in France. Это история, которая очень популярна во Франции Some other European country. И в других некоторых европейских странах. I don't know. You tell me if you know that story. Не знаю, скажи мне, если ты знаешь эту историю. It's a story of a couple of peasants that have 7 children. Это история о двух крестьянах, у которых было 7 детей. And then they have nothing left to eat. В общем, у них не осталось ничего из еды. So they get rid of the 7 children. И они избавились от 7 детей. They put them in the forest. Они отвезли их в лес. Because they cannot feed them. Yeah. Мы не можем их вас кормить. You know that story? Ты знаешь эту историю? How is it called in Russia, that story? А как она называется в России, эта история? У братьев Гримм есть сказка. «Мальчик с пальчик», наверное, вот так вот называется. Да. It's Brothers Grimm, and the story is named like "Small Boy is One Finger." Yeah, the thumb. Yeah, okay. But you see, you know the story from a German writer, yeah? Вы знаете, ты знаешь историю от немецкого писателя, так? Yeah? Small Boy, yeah. That's not Russian spirit to send your children in the forest. Get rid of them. И вот это совсем не русский дух взять и отвезти детей в лес. Now, you have something a little bit like that. У вас есть кое-что похожее на это, but it's different. Но оно отличается. It's then when the mother sends little girl to see Baba Yaga. Это история, когда мама отправляет дочку к Бабе-Яге. But first of all, it's not really her mother. Но в первую очередь, на самом-то деле, это не ее мама. She's the second wife of the father. Это вторая жена отца. And second, Baba Yaga is like an other aunt. И второе, что Баба-Яга — это как вторая тетя. She's the ugly aunt, yeah? Она как уродливая вторая тетя. In a funny way, Baba Yaga is still part of the family. Yeah. И забавным образом Баба-Яга все еще член семьи. Yeah, and she's going to get educated by Baba Yaga. You know? И вот эта девочка, она будет под шефством, патронажем, под образованием Бабы-Яги. Even though it's a very conflictual and challenging education, yeah. Несмотря на то, что это будет очень конфликтным образованием и с большими вызовами. Yeah. So this idea of wanting to eat the child. Поэтому эта идея желания съесть ребенка. I mean, I didn't see this anywhere else. Я больше этого нигде не видел. Parent eating the child, yeah. Чтобы родители ели детей. It's very particular, yeah. Очень специфично. You understand? Понимаешь? Yeah. I mean, you have parents doing bad things to children. Ну, я имею в виду, есть родители, которые делают плохие вещи детям. But eating them is very particular.
Но вот съесть их — это очень специфично. Actually, one thing that's funny about Russian tales in general. Вообще, интересная вещь в отношении русских сказок в общем. They have two characteristics. У них есть две характеристики. One is about eating. По поводу еды, съедения, поедания. Eating is very important in the Russian culture. Поедание — это очень важный элемент русской культуры. So most stories have something about eating. Поэтому большая часть истории имеет что-то в отношении еды. And very often it can be eating people. You know? И очень часто это люди, которые едят. Either people eating people or animals eating people. Либо людей едят животные, либо люди едят людей. Yeah. And the second thing is violence. И вторая вещь — это насилие. I mean, there's violence in many traditional tales. Есть много насилия есть насилие в многих разных сказках. But the Russian tales tradition is probably the most violent I know. Но русская традиция, возможно, самая жестокая, которую я знаю. So these two characteristics, eating and violence, is very present in Russian tales. Поэтому в русских сказках вот эти два элемента поедания и насилия очень сильно присутствуют. Now, of course, other stories from other cultures have violence too. Безусловно, в других культурах есть также насилие в сказках. But it's very strong in the Russian stories. Но в русских историях это очень сильно. Yeah. Does that answer your question? Это отвечает на твой вопрос? Да, это интересно. Есть о чем подумать. Yes, it's interesting. I have something to think about. Okay, all right, okay. Anyone else? Кто-нибудь еще? Yeah, Natasha. Здравствуйте. У меня возникла такая мысль. Я вспомнила сказку, которая, по-моему, есть в китайской литературе и в какой-то западноевропейской литературе. I have an idea. I remember a tale which probably is in the Chinese culture and in some European culture. Называется она «Девочка в красных башмачках». It's called Girl in Red Boots. Знаком ли Оскар с ней? Oscar, do you know this tale? No. Can you summarize in one sentence this story? Нет, могла бы ты сделать summary в одном предложении? Смысл такой, что девочка обула эти башмачки, начала танцевать и не могла остановиться. The point of the story is that the girl put on these red boots, started to dance and couldn't stop dancing. Okay, И для того, чтобы... Okay. What's the point you want to make with this story? Что ты хочешь сделать с этой историей сейчас? Там смысл был такой: для того, чтобы ей остановиться, ей отрубили ноги. The point is that in order to stop the girl, they should cut her legs off. Feet. Вот. И что я хотела сказать, это что, возможно, это как-то можно соотнести с коронавирусом, который нас остановил. And I think that we can correlate all this tale with the coronavirus that we have now and stopped us. All right. Okay. Actually, I forgot an important element, characteristic of Russian tales. Вообще, это я вспомнил главный элемент, характеристику русских сказок. It's the female power. Это власть женщины. That's very striking too. Это тоже очень сильно удивляет, поражает. The strong characters are very often feminine. Обычно сильные герои — это женщины. Of course, Baba Yaga is probably the best example. Наверное, Баба Яга будет лучшим примером. But you should know that
Do you know the word ogre, Lara? Ogre? Yeah. Yeah. In most culture, the ogre is a man. В большинстве культур людоед — это мужчина. But in Russia, the ogre is a female. Но в России людоед — это женщина. As well about smartness. Также по поводу ума. The smartest character in Russian tales is the lady fox, the vixen. Самый умный персонаж в сказках — это лисица. Now, in the West as well, the fox is smart. На Западе тоже лиса умна. We have a very famous fox in the French tradition. У нас есть очень знаменитая лиса в французской традиции, Who's smart and tricky. которая умная и хитрая. But in Russia, it's a female. Но в России это женщина. It's the one eating kolobok. Та, которая съедает колобка. But you meet as well this female fox in other stories. Но вы также можете встретить эту лисицу в других историях. And she's the smartest character you meet. И она самый умный персонаж, которого вы встречаете. So this power of a female power is very important. И вот эта власть женщины, она очень важна. And again, it corresponds very much to Russian culture. И опять-таки она очень сильно коррелирует с русской культурой. And the most striking story of female power is as well the goldfish story. И, наверное, самый поражающий пример женской власти — это сказка о золотой рыбке. You have two strong female. У вас есть там две сильных женщины. The wife of the fisherman, Жена рыбака, who treats her husband very badly, которая относится к своему мужу очень плохо, who is very greedy, которая очень жадная, tells him what to do, говорит ему, что делать, who scolds him and punishes him all the time. которая ругает его и наказывает постоянно. And on the other side, the goldfish, which is a female as well. Но, с другой стороны, это золотая рыбка, которая также женщина. And this female fish has all the magical powers. И вот у этой золотой рыбки есть волшебная сила. So you have a positive female character and a negative female character. И у вас есть позитивный женский герой и отрицательный. Both very powerful. Обе очень сильные. And in between, И между you have this poor guy. у вас есть бедняга. This poor, impotent guy, powerless. Вот этот бессильный бедняга. He goes back and forth between these two females. Yeah? Он ходит туда-обратно между этими женщинами. He has absolutely no autonomy. У него абсолютно никакой автономии. He's the messenger. Он мессенджер. Yeah, one carrying the mail, you know. Тот, кто почтальон, тот, кто уносит письма. You know, he just goes back and forth between these two women. Просто ходит туда-обратно между двумя женщинами. He never decides on his own, you know. Никогда сам не решает ничего. He's a nice guy. Он милый, хороший парень. He accepts what these two females tell him. Он принимает то, что ему говорят эти женщины. He's happy with not much. Он рад немного. He's not greedy at all. Он вообще не жадный. Yeah, he goes with the flow. Он идет по течению. But he's powerless. Yeah. Но он бессильный. He has no emotions. У него никаких эмоций. The two women have emotions. Вот у двух женщин эмоции есть. Yeah. The goldfish gets angry at the end. Золотая рыбка в итоге рассердилась в конце. The greedy wife, she's always angry. Жадная жена всегда злая.
But you have this nice guy in the middle. He's nice, but he's powerless. Yeah? Но у вас есть посередине вот этот хороший мужчина, но он бессилен. He's emotionless. Он без эмоций. He has no personal will. У него никакой личной воли. So this powerful female is very typical as well of Russian stories. Yeah. И вот пример русских женщин — это типично для русской культуры. Yeah. And sometimes as a joke, I say, И иногда, как в качестве шутки, я говорю, that I meet Baba Yaga very often when I'm in Russia. что очень часто мне нужна Баба-Яга, когда я в России. Particularly when I see a little princess. Особенно, когда я вижу маленьких принцесс. A cute little girl. Маленьких милых девочек. Full of smiles. Yeah. Которые полны улыбок. But if you don't do what she wants, но если ты не делаешь то, что она хочет, she quickly turns to Baba Yaga, you know. Она быстро превращается в Бабу-Ягу. Very angry, yeah. Злую. Yeah. And as well greedy, yeah. Также жадную. Yeah. So, anyone else? Кто-нибудь еще? No. So, I don't know. That was I don't know if you have any question on the stories you know. There is a comment. Yeah, who's that? I think there is no name. It's iPhone. Okay, iPhone. All right. Okay. She's saying that the fisherman once, yes, her name is Zhenya. Fisherman once decided to let go the fish, and this gave him power to realize his wife's desires. But initially, he has a position of serving, to serve, and this is not a powerless position, but strong position. Well, it seems to me you contradict yourself a little bit here, Mrs. iPhone or Mr. iPhone. This is Mrs. Я думаю, что вы здесь себе противоречите немного. You see, he goes along. Он идет один. The fish tells him, Рыбка ему говорит: look, I'm a little fish, there's not much to eat. Смотри, я маленькая рыбка, не очень-то много есть, тебе придется. Just let me go and I'll give you whatever you want. Пожалуйста, отпусти меня, и я дам тебе все, что ты хочешь. Okay, you know. Он говорит: ну ладно. It's not like I'm going to make a powerful decision here. Здесь не выглядит так, как будто он решил: я сейчас приму важное решение. He goes along. Он следует за рыбкой. He's a yes man. Он человек, да. And in fact, if he wanted power, и на самом деле, если бы он захотел власти или силы, he would tell the fish, он бы сказал рыбке: okay, give me something. Хорошо, дай мне что-нибудь. And that's what his wife tells him. И это то, что говорит ему его жена. She's powerful. Она сильная. She says, you idiot. Она говорит: ты глупец. Since he gives you power, then use it. Если она дает тебе власть, так ну пользуйся ей. Ask him something. Yeah? Проси ее что-нибудь. So the fisherman, he had potential. То есть у рыбака есть потенциал, but he didn't use it. Но он его не пользует. So power is not simply potential, but using the potential. Поэтому власть — это не просто потенциал, но использование его. And that's why he obeys to his wife every time. Вот почему он слушается свою жену постоянно. If he was a truly loving husband, если бы он был настоящим и любящим мужем, a powerful husband, властным, сильным мужем, he should tell his wife, он должен был бы сказать своей жене: hey, calm down. Эй, успокойся.
Be happy with what we got already from the fish, you see. Будь довольны тем, что мы получили от рыбки. But he is very impotent. Но он очень бессилен. And this, I have to tell you, I often saw in couple consultation in И это Russia. то, что я часто вижу в консультациях пар в России. Russian women are very passionate. Русская женщина очень страстная. And they get angry very easily. И они очень часто злятся. Легко. But a lot of men, they don't know what to do about it. И большинство мужчин не знают, что с этим делать. They feel powerless. Они ощущают бессилие. Or they think it's normal. Или они думают, что это нормально. My mother was emotional and angry. Моя мама была эмоциональная и злая. My wife is emotional and angry. Моя жена эмоциональная и злая. I mean, it's normal. Ну, нормально все. It's women. Это женщина. So he suffers from Он it, страдает от этого. but he doesn't think he can do something about Он не it. Yeah? думает, что он может что-то с этим сделать. He just goes along. Yeah. Просто течет, плывет по течению. Yeah. And I saw this a lot in couple consultation. Yeah. И я это часто встречала в консультациях пары в России. So I phoned. You understand my answer? iPhone или Женя, вы понимаете мой ответ? Вы можете просто голосом ответить. Да, yes. Yes. Makes sense? Имеет ли это смысл для вас? All right. Yes. All right. Okay. All right. So anyone else? Кто-то еще? No. By the way, a couple more things about Baba Yaga, which is interesting. Приведу еще пару моментов, которые о Бабе-Яге, которые мне кажутся интересными. Which is very close to the Russian feminine behavior. Что очень близко к русскому, к поведению русской женщины. It's the obsession with cleanliness. Это одержимость чистотой. She wants things to be clean. Она хочет, чтобы вещи были чистыми. So before she eats somebody, she wants to clean it. Поэтому до того, как съесть кого-нибудь, она хочет его помыть. And that's what happened to the little girl that was sent at Baba Yaga house. То, что произошло с маленькой девочкой, которую отослали к Бабе-Яге. Baba Yaga asked the servant to clean her. А Баба-Яга попросила слугу помыть девочку. And as well, she carries the broom around. И также она повсюду носит с собой этот веник. She cleans her own traces. Метлу она подметает собственные следы. She's a very clean lady. Она очень чистая женщина. Now, I don't know how much people are conscious of that. Я не знаю, насколько много людей осознаны в этом. But there's a strong obsession with cleanliness in Russia. Но в России одержимость к чистоте очень сильная. Particularly by women. Особенно у женщин. Once I was in a school Однажды я был в школе, to speak with children, чтобы поговорить с детьми, and I kept my coat on. и я был в пальто. I didn't put it in garderobe. Я его не сдавал в гардероб. And the director scolded me И директор меня отругал, for keeping my coat on. что на мне, что я в пальто сижу. She said, "You give a very bad example to the children." Она сказала, что вы даете очень плохой пример детям. So I don't see what is immoral about that. Я не видел имморального в этом, аморального. About having your coat on. Чтобы не снимать, в том, чтобы не снимать пальто. And then she gave me this very interesting explanation. А потом она мне предложила очень интересное объяснение. You bring the dirt from the outside. Вы приносите грязь с улицы. Well, I say, it's not just my coat, it's me as well.
На что я ей сказала, но это же не только мое пальто, но и я. I'm the outsider. Я же чужестранец, иностранец. So I am dirty by definition. Я как бы прихожу извне, и я грязный по определению. My coat is not going to change very much, yeah? Мое пальто немного что изменит. But for her, it was very strange way of thinking. Но для нее это был очень странный способ мышления. That's why in Russia, the garderobe has a moral implication. Вот почему в России гардероб имеет моральное применение. It's not just a practical place where you can leave your coat. Это не просто практическое место, где ты можешь оставить свое пальто. It's a moral obligation. Это моральное обязательство. You have obligation to put your coat in a garderobe. У тебя есть обязательство снять и сдать пальто в гардероб. That was very surprising for me. Это было очень удивительно для меня. Then I'll tell you now the story I like a lot. И я расскажу вам другую историю, которая мне очень нравится. I was in a European airport. Я был в европейском аэропорту. And there was a Russian woman. И была русская женщина. You had to go through security. Нужно было пройти вот эту паспортный контроль, и вот это вот. Yeah, airport security, yeah. So they asked her to take her boots off. И просили снять ботинки. Then she said, "Where are the plastic wrappers, the blue plastic wrappers?" Она говорит, ну а где голубые пластиковые ботинки? Бахилы. And, we don't have blue plastic wrappers. Они говорят, ну нет, у нас бахил. Just walk on your socks like everybody else. Просто идите в носках, как и все. She had a fit. She had to fit. She had a fit of anger, a fit. Окей. И она вспылила. Yeah, I can't do that. Она говорит, да не могу я так. This is dirty. Тут же грязно. So she started making a scandal. И она затеяла скандал. Refused to take her boots off. Отказываясь снять свои ботинки. So they had to call the police. И им пришлось вызвать полицию. And they took her away. И забрали ее. But it was a really funny situation, yeah? Это была очень забавная ситуация. For her, this dirt was so dangerous. Для нее грязь была настолько опасной. Yeah, that's a very Russian story. Yeah. И это очень русский случай. Yeah. And Baba Yaga shows that. Yeah. Баба Яга это показывает. Yeah. Yeah. So, all right. Anybody else wants to say something? Кто-нибудь что-то хочет сказать? No. All right. Well, if you have nothing to say, Ну что ж, если вам нечего сказать, I guess we've done our job. я думаю, мы сделали свою работу. So you can read the book. You'll have more analysis. Вы можете прочесть книгу для большего анализа. Yeah, you know, some of them are very interesting sociological analysis. А некоторые из них интересны с точки зрения социологического анализа. Like, what's the name of the story about the fish? The fish, son of fish. Йорш Ершович. Yeah, very nice about the Russian juridical system. Это очень интересная история о юридической русской системе. But yeah, each story I took had some particular interest. Любая история, которую я выбрал, имеет свой интерес. Now I know that a number of people present today are students with our academy. Я знаю, что некоторые участники наши студенты. But for people who don't know our work, но те, кто не знает о нашей работе, we train people in philosophical practice. Мы тренируем людей в философской практике. And each year we have a course in Russian. И каждый год у нас запускается курс. So if you want more information, you can write to Lara. Если вы хотите более подробно узнать, то напишите Ларе.
But the idea we train people on thinking skills. Но идея в том, что мы обучаем, тренируем людей мыслительные компетенции. Right. You want to add something, Lara? Only about the book and the course, but they're all our students, so I don't think it's needed. Do you have a marathon that's been prepared? No? No, not yet. Okay. Not yet. You want to give some information or no? Yeah. Yeah, about the book. Да, друзья, если вы хотите заказать книгу, то можно написать мне, если у вас еще нет, либо заказать ее онлайн в МГУ. Yeah. That's it. Okay. All right. У нас еще один вопрос. We have one more question. На YouTube-канале спрашивают, а какая методология вашего исследования? Есть ли в ней пересечение со структурализмом, например, исследованиями русских сказок, предпринятыми Владимиром Пром? Methodology in your research? This is the first part of the question. Катя, повторите остальную часть после методологии. Так, есть ли пересечение со структурализмом? Is there any в частности, with the structuralism of Popper? Is there any methodology? Катя, я поняла, с исследованиями русских сказок. One more time. Okay, is she finished? Yes. Is there any methodology in your research, and is there any intersection with the structuralism of Popper? Popper or prop? Prop. Yeah. Well, look, I'm not much of academic discussion. Слушайте, но я не очень хорош в академических обсуждениях. I'm very critical of the corruption of academia. Я очень критичен в отношении коррупции академии. And especially issues which have little bearing. И особенно в отношении тех вопросов, которые имеют очень маленькую ценность. See, I like the Socratic idea. Мне нравится сократическая идея. Know yourself. Знай себя. And you will know the gods in the universe. И будешь знать богов и вселенную. So tell me what structuralism changes to your life. Скажите мне, что структурализм меняет вашу жизнь. Then I will answer you. Тогда я вам отвечу. But I have doubt that you can answer this question. Но у меня есть сомнение, что вы можете ответить на этот вопрос. It's a smart question. Yeah. Больше вопрос, умный вопрос поумничать. But be happy. Но будьте рады. I speak a little bit about the prop work in my book. Я немного говорила о работе пропа в моей работе. But beware of methodology. Но будьте осторожны в отношении методологии. Yeah, that's the way to get drunk. Это способ напиться. And forget the essential. И забыть главное. And like Aristotle said, И как Аристотель говорил, distinguish the essential and the accidental. Давайте отличать существенное и случайное. Now, I know in university exam, you're supposed to put this kind of information forward. И я знаю, что в экзамене в университетах вам нужно вот эту информацию предлагать сначала. But that's how people stop thinking, you see. Но вот это то, когда люди перестают мыслить. Through formalism, yeah. Потому что они становятся формальными. So, yeah, I hope you're not too disappointed. Я надеюсь, вы не слишком разочарованы. But what's interesting for me, these stories. Но что интересно для меня, так это истории. It's how it speaks to human existence. И как они говорят в отношении человеческого существования. Not how it speaks to scholars. А не то, как они говорят со школьниками. And that's the first book that deals with the Russian tales from this existential standpoint. И это первая книга, которая работает со сказками с точки зрения экзистенциальности. And not simply from a formal academic standpoint.
и не с чисто формального академического взгляда. So ask yourself, Поэтому спросите себя, who do I look like? на кого я похожа? Greedy woman, На жадную женщину? Baba Yaga, Баба-яга? fisherman, Рыбак? yeah, and the lady fox, На лисицу? and forget structuralism. Не забудьте о структурализме. Who are you? Кто вы? That's what these stories is about. Вот о чем эти истории. Don't get lost in details. Не теряйтесь в деталях. Did I answer your question? Отвечаю ли я на ваш вопрос? Спасибо большое за ответ. Так, я надеюсь, что Оскар действительно ответил на вопрос нашего слушателя. Давайте я переведу. Thank you very much. I hope that Oscar really answered the question of our participant. Okay. Есть ли еще вопросы? Is there any more questions? Ну, тогда наше время уже действительно подходит к концу. И если больше нет вопросов, мы будем заканчивать. Я очень надеюсь, что зрители узнали много нового и интересного. I think it's a few minutes left. It's time to stop. So I hope that our listeners were interested. It was interesting to see. Yeah. Good. Okay. Хочу поблагодарить за такую интересную, замечательную лекцию. I would like to thank for such an interesting and wonderful lecture. И еще раз хочу адресовать наших слушателей к книге Оскара Бренифье «Развиваем мышление с русскими сказками». Там детально разбираются основные русские сказки и ставятся важные вопросы, которые позволяют организовать увлекательный диалог с детьми. То есть не просто прочитать сказку детям на ночь, а также их ввести в диалог и побудить к размышлениям. She makes an introduction of your book again. She addresses participants to your book, and that it can be a good tool to discuss with children and to develop thinking with them. И на этом мы заканчиваем. Его можно будет посмотреть в записи. Обязательно присоединяйтесь к нам на новых встречах. Смотрите их записи. Всем большое спасибо. До свидания и до новых встреч. And at this point we stop, and they can see the recording, and that's it. Okay, спасибо. До свидания. До свидания всем.